Миллионер был ошеломлен, когда узнал, что его единственная дочь живет в бедности со своими детьми в старом трейлере. Он спешит ей на помощь, не подозревая, что после этого дня его жизнь уже никогда не будет прежней. Когда Билл Стэмкос нарезал стейк на своей тарелке и откусил первый кусочек нежного мяса, звенящий звук нарушил тишину в его гигантском особняке. Он взял пульт от телевизора и включил государственный новостной канал, как обычно делал каждый вечер. Билл поужинал в одиночестве и посмотрел новости, потому что у него не было семьи. Его бывшая жена Лара ушла много лет назад, забрав с собой их единственную дочь Челси, потому что в то время он был никем. В то время Билл перебивался случайными заработками и пытался открыть собственное дело, но все его начинания терпели неудачу. Лара хотела хорошей жизни, и ей надоел муж и его трудности, поэтому она развелась с ним и вышла замуж за богатого человека. Финансы Билла были нестабильны, и он не мог добиться опеки над Челси, но он любил ее и каждый год присылал ей подарки на день рождения. Годы спустя, когда мужа Лары перевели на другую работу и пара переехала в другой штат, Билл потерял связь с Челси. Он пытался дозвониться до Лары, чтобы узнать, где она находится, но она не отвечала на его звонки и сообщения и даже запретила Челси вообще общаться с ним. В полном одиночестве, когда его никто не любил, Билл сосредоточился только на работе. Он работал день и ночь, пока не стал миллионером. Но несмотря на то, что у него были деньги, слава и комфортный образ жизни, Билл не видел смысла во всем этом, когда у него не было людей, которые любили бы его. Каждый вечер он возвращался домой, где его никто не встречал. Он ужинал в одиночестве, смотря телевизор, затем ложился спать, и так каждый день. Однажды, когда Билл смотрел телевизор, новостной канал показывал репортаж о расширении прав и возможностей женщин. Репортер брал интервью у женщин из разных слоев общества, включая бездомных, и Биллу было неинтересно смотреть на это. «И это все, что они могут нам сейчас показать? Неужели у них нет новостей получше?» — проворчал он, беря пульт дистанционного управления, чтобы переключить канал. Но затем остановился. Он остановился, потому что не мог поверить своим глазам и тому факту, что следующим собеседником репортера была его дочь. Глаза Билла наполнились слезами, когда он смотрел репортаж, в котором упоминалось, что его дочь живет в старом трейлере со своими детьми. Но что она там делает? Билл заметил, что адрес Челси высветился в нижней части экрана, и в следующее мгновение понял, что сидит в своей машине и заносит местоположение в карты. Что Челси делала в городе? Разве они с Ларой не переехали в другой штат? Почему она была в таком ужасном состоянии? Биллу казалось, что его голова вот-вот взорвется от бесчисленных вопросов. Он ехал так быстро, как только мог, и через несколько мгновений, которые показались ему часами, он оказался прямо перед трейлером. Был вечер, и он не мог хорошо разглядеть трейлер из-за темноты, но все же смог разглядеть его потрепанное состояние. Он не переставал плакать, когда постучал в дверь. Пару минут спустя Челси открыла дверь и была потрясена, увидев его. «Папа! Боже мой, что с тобой случилось и как ты оказался здесь?» Билл крепко обнял Челси. «Что с тобой случилось, милая? Что ты здесь делаешь? Почему ты не связалась со мной, если тебе было трудно?» Челси оттолкнула его. «Хватит, папа. Ты был тем, кто бросил нас. Разве ты не помнишь? Мама рассказала мне все. Ты никогда не любил нас, потому что любил свой бизнес и карьеру. В чем смысл всего этого сейчас?» Билл был потрясен. «Ты правда в это веришь?» «Конечно, я верю маме. Она всегда была рядом со мной, когда тебя не было рядом». Билл покачал головой. «Если ты дашь мне шанс объясниться, я хочу сказать тебе, что это неправда, милая». «Где же ты был все эти годы?» — спросила Челси.
Билл вздохнул. «Могу я присесть, пожалуйста, прежде чем начну? Я ужасно устал». Челси, не говоря ни слова, открыла дверь пошире и впустила его в трейлер. Билл заметил детей, спящих на старой кровати в центре небольшого помещения, и почувствовал себя ужасно. «Прежде чем я расскажу тебе свою версию случившегося», — сказал он, усаживаясь на табурет, «я надеюсь, ты выбросишь из головы все негативные мысли обо мне. Правда в том, Челси, что, когда тебе было 10, твоя мать переехала в другой штат вместе с тобой. Она никогда не разрешала мне связаться с тобой. Каждый год я посылал тебе подарки». Челси перебила его. «Какие подарки?» Билл вздохнул. «Значит, она не разрешала тебе получать их». Он показывал ей фотографии со своего телефона, в котором сохранилось немного воспоминаний о ней. Фотографии, которые они делали. Подарки, которые он отправлял. «Я смотрю на это всякий раз, когда скучаю по тебе. Раньше я посылал тебе подарки каждый год, но после того, как ты переехала в другой штат, я не мог с тобой связаться. Я узнал о тебе, когда смотрел сегодняшние новости. Но, дорогая, что с тобой случилось? Что ты здесь делаешь?» — спросил Билл. В этот момент слезам Челси не было предела. Она ошибалась насчет своего отца. «Мне так жаль, папа. Мама умерла несколько лет назад от рака, и после этого мой отчим женился на другой женщине. Я встречалась с парнем, который привез меня сюда, пообещав, что мы создадим здесь семью и что он найдет хорошую работу. Мы создали семью, но однажды он внезапно ушел от нас и больше не вернулся. Это единственный способ выжить в одиночку. Я работаю портной, чтобы содержать своих девочек», — рассказала Челси. Билл взял ее руки в свои. «Послушай, доченька, мы не можем изменить то, что произошло в прошлом, но мы можем сделать наше будущее лучше. Ты и твои дети едете со мной. Я не могу позволить своей дочери так жить. Пожалуйста, ты этого не заслуживаешь». «Я не знаю, что сказать, папа. Мне так жаль. Возможно, мне следовало приложить усилия, чтобы связаться с тобой. Мне очень, очень жаль», — сказала Челси. «Все в порядке, милая», — сказал он, обнимая ее. «Я тебя люблю, несмотря ни на что. Я тоже люблю тебя, папа. И еще раз прости», — прошептала Челси. После того, как Челси переехала к Биллу, он предложил ей высокую должность в своей компании, но девушка отказалась. Ее вдохновило то, как Билл сделал себе имя, и она захотела сделать то же самое. Она поблагодарила его за поддержку и за то, что он приютил ее, став лучшим дедушкой для своих внучек. Челси хочет, чтобы отец гордился ею, поэтому она учится у него основам бизнеса, работая неполный рабочий день стажером в его компании. Но что бы ни случилось в будущем, добьется Челси успеха в жизни или нет, они с Биллом наконец-то счастливы, а у детей есть преданный дедушка. В конце концов, нет ничего более ценного, чем счастливая семья. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.